Здравствуйте! Сегодня в этом мастер-классе мы будем вязать вот такие красивые сумочки. Выполнены они на пластиковой канве. Выполнены они разными техниками. Вот так они выглядят внутри. Все сумочки без подкладки. Все три. И две из них я подробно освещу в этом видео сегодня. Вот такие интересные ручки я использую. Кстати, вы фурнитуру можете использовать абсолютно разную, какая у вас есть. Для вот этих двух сумочек, например, я использую одну и ту же ручку. У меня везде вставные кольца разъемные, пришивные магнитные кнопки. Вот здесь две одинаковые кнопки, здесь немножко другая. Но, кстати, вот такие кнопки, вот как черная вот это, они намного удобнее вот таких пришивных кнопок, потому что, смотрите, здесь есть такая пипка и отверстие для этой пипки. И для того, чтобы закрыть сумочку, надо, чтобы эта пипка попала в это отверстие. Магниты очень слабые, они не притягиваются самостоятельно друг к другу, и поэтому приходится постоянно вот так вот стоять и дергать эту сумку, пытаться ее закрыть. Поэтому, если у вас удастся найти оригинальные красивые вот такие кнопки, лучше используйте их. Вот эта сумочка вышита иглой на пластиковой канве. А вот эти две, они вышиты крючком, вышиты, связаны крючком. Пряжу использовала я здесь всю разную. Вот это полиэфирный шнур, по-моему, диаметром 3 миллиметра. Вот здесь уже хлопковый шнур. Он такой более тонкий, мягкий. Вот так я покажу. Посмотрите, он выглядит уже как ниточка. Вот для крючка такая пряжа более всего подойдет, если вы решите не иглой вышивать, а крючком. Вот такая пряжа тоненькая, которая, смотрите, она как нитка, вот она эластичная. Лучше вот использовать такую. Это тоже полиэфирный шнур, не хлопковый. У меня, я, честно говоря, не помню, какая это фирма. Выбирала его чисто по свойствам, не отталкиваясь от названия фирмы. Для меня главное было, чтобы она была вот такая тонкая, легко крутилась, удобно было ей вязать, потому что если это будет более жесткий полиэфирный шнур, то связать вот такой узор красивый вряд ли получится для такой сумочки. Ну а здесь я использовала пряжу Yarn Art Christmas. Здесь эта сумочка тоже вышита крючком. Не знаю, как правильно говорить, вышито, связано по пластиковой канве крючком. Вот так она выглядит внутри, конечно. Она такая яркая, праздничная, для выхода в свет получилась. Связана она крючком в две нитки, для того, чтобы полностью заполнить вот эту канву, пространство, и не было нигде ничего видно. Конечно, когда вы вяжете или вышиваете по пластиковой канве, достаточно трудно скрыть вот эти отверстия, эти дырочки. Вот очень хорошо на черной видно. Смотрите, открываешь, и она прям просвечивается. Но знаете, вот на мой взгляд, эти отверстия, эти дырочки, они даже придают какой-то оригинальности этим сумочкам. Они выглядят очень интересно, необычно. И когда меня спрашивают, когда меня видят, а где ты взяла такую сумочку, я с гордостью отвечаю, что я ее сделала сама. И ловлю при этих словах восхищенные такие взгляды, получаю очень много комплиментов. Ну и в этом видео я с вами сегодня поделюсь, как же сделать такие яркие, оригинальные, интересные сумочки. Я приобрела канву для сумочки, уже готовый вариант сумки. Вот так оно выглядит. И уже вышила на ней вот такой узор. И, честно говоря, с обеих сторон он очень красивый получился. Я даже не знаю, какой определить на изнанку, а какой на лицевую часть. Сейчас я вам хочу показать, как я вышиваю на этой канве. Вышиваю я крючком номер 3.
Использую я пряжу Yarn Art. Она вот такая вот пушистенькая, смотрите, блестящая. Вяжу в 2 нитки, потому что в одну очень мало. И сейчас вам покажу на свободном участке, пока я еще полностью не заполнила их, как я, в принципе, решила вышивать, вязать по этой канве. Я тоже возьму нитку Yarn Art, но не в 2, а в одну, для того, чтобы вам показать. На самом деле сложного здесь ничего нету. Конечно, идея сама, я в любое место вставлю крючок, идея сама достаточно просто, супер легкая и простая. Смотрите, ввожу крючок в пустую клетку, захватываю рабочую нить, вытягиваю, вот, вставляю крючок в следующую свободную клетку, захватываю рабочую нить, протягиваю и провязываю соединительную петлю. Вставляю крючок в следующую свободную клетку, захватываю рабочую нить, протягиваю, провязываю соединительную петлю. Таким вот нехитрым образом соединительными петлями я вышиваю всю канву. Хочу вам сказать, что процесс достаточно трудоемкий, энергозатратный. И для того, чтобы вышивать на такой канве и получать красивый результат, наверное, надо, конечно, как-то определяться с пряжей. Например, вот у меня давно валялась пряжа Yarn Christmas без дела, и вот для этой канвы она подошла, в принципе, идеально. Из нее я сделала достаточно эффектную, красивую сумочку. Но вот из какой бы другой пряжи таким образом вышивать на канве именно крючком, я бы, наверное, долго думала. Потому что, смотрите, даже вот я проложила строчку в одну нить, хоть и пушистой ниткой, но все равно вот так это выглядит с изнанки. Ну, на мой взгляд, это не очень красиво в одну нить, и как-то слишком простецки смотрится. Сейчас я перейду на второй ряд, вы увидите, что канва будет видна, это пластмассовая, поэтому очень крепко подумайте, прежде чем приобретать такую канву, какую пряжу вы будете вязать, для того, чтобы сумка была такой вот интересной какой-то. Например, вышивать шнуром по такой канве именно крючком, мне кажется, не получится, потому что шнур достаточно толстый, а клеточки вот эти достаточно маленькие. Я вам покажу, у меня есть вторая канва. Ну, даже сейчас покажу. Я приобрела 2 канвы себе. Смотрите, второй вариант, они абсолютно одинаковые. И этот вариант я вышиваю иглой. Вот какой у меня результат получается. Я выбрала достаточно простой узор. Но вот эти, сколько здесь рядов? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,5 рядов. Я вышивала вот такой иглой полиэфирным шнуром 4 дня. То есть вышивание занимает очень много времени, очень трудоемко. Мне уже она надоела, эта канва. Я уже пожалела, что ее купила и вписалась в эту историю. Но упорство мое играет тут большую роль, потому что мне уже даже просто интересно, за сколько в итоге я вышью эту сумку. Узоров в интернете по вышиванию таких сумок на канве масса. И когда я смотрю на эти работы, мне даже страшно представить, сколько девочки тратят на это время. Потому что вышивать иглой, ну, я не знаю, взялась бы ли я за это второй раз. Потом, когда вышью эту сумку уже, посмотрю, что у меня получится, поделюсь обязательно с вами результатом, сколько же времени у меня ушло на вышивку. Может быть, еще играет роль то, что я взяла достаточно мелкий раппорт. У меня тут на вот эти зигзаги по 3 клеточки. Если бы я взяла по 5, по 6, может быть, процесс шел и быстрее. Но, с другой стороны, если бы я взяла такой большой раппорт для вышивки, это было бы не так красиво. К тому же, когда вышиваешь, остаются такие вот дырки. Не могу сказать, что мне это нравится. Еще у меня очень большой вопрос, как я буду в таком вышивании прятать хвостики. В общем, пока по канве у меня именно вышитой иглой сумки, у меня вопросов больше, чем ответов. Буду искать решения, и если они будут удачными, я обязательно с ними
с вами ими поделюсь. Но сейчас вернемся к крючку. Вот я проложила уже один стежок. Как перехожу на следующий ряд? Ну вот сейчас еще один раз. Смотрите, вставляю крючок в свободную клетку, захватываю рабочую нить, провязываю соединительную петлю. Теперь я хочу подняться на ряд выше, вот на этот. И крючок буду вставлять вот в эту клетку. То есть завожу в клетку на следующую, скажем так, ряд, захватываю рабочую нить, провязываю соединительную петлю, переворачиваю саму канву и продолжаю уже в обратном порядке провязывать соединительные петли. Если бы я, например, решила связать такую сумку не полиэфирным шнуром, а именно крючком, например, хлопковой пряжью, какая бы еще подошла мелкая пряжа? Даже вот в голову пока ничего не приходит, шелком каким-нибудь. Вот представляете, там нитки достаточно тонкие, и крючок для них надо 1-2 миллиметра. И когда, если вязать, ну, вышивать вот крючком именно таким способом, каким я сейчас, посмотрите, даже другой пряжи, не Yarn Christmas, с шелком, не знаю, не знаю, даже в голову не приходит никакая другая пряжа. Смотрите, когда пролаживаешь строчку, очень явно видна вот эта канва. То есть вот это пространство, вот оно не заполняется. То есть это надо в одну, в две нити, например, как я делаю здесь. Здесь, конечно, все классно. Заполняется, сумка получится очень такой красивой, яркой, нарядной, для выходов в свет самое то. Но если бы я вот вышивала в одну нить, посмотрите, как отличается результат. В общем, я очень крепко подумаю, если найду интересное и классное решение по пряже для такой канвы, я вам расскажу. Но пока у меня в голове только такой вариант и больше никаких. Сейчас я займусь дальше вышиванием. Ну, то есть я тут уже ряд за рядом, думаю, ничего сложного, все понятно. Буду заполнять эту канву. И потом вам покажу, как я буду собирать эту сумочку. Ну и уже сам конечный результат. Вот я уже заполнила полностью канву. Вот такой результат у меня получился. Очень красиво, конечно. Я оставила незаполненные только вот эти участки. Их я заполню иглой уже, а не крючком. Сейчас хочу показать, как я буду прятать хвостики. Вот у меня имеется хвостик. Я уже вставила его в ушко иголки. Я беру и просто с изнаночной стороны, определила, что у меня эта сторона будет изнаночная, просто завяжу прямо в само полотно иглу в произвольном месте, в произвольном порядке внутрь. Конечно, это не очень просто, но сделать надо. Вытягиваю иголку и протягиваю хвостик. После этого его можно уже обрезать. Так несколько раз сделайте в любом месте в произвольном порядке и просто отрезать. Можно еще завязать узелком для надежности, но я не люблю узелки, когда торчат. Я просто отрезаю, и все. Хвостика не видно, никуда он не вылезет. Так я спрячу абсолютно все хвостики на этом полотне. После чего я буду собирать сумку. И потом покажу, как это буду делать. Итак, вот с этой части я уже спрятала хвостики. И сейчас хочу показать, как я буду сшивать эту сумку. Я беру иголку, в которую вставила точно такую же нитку, которой заполняла всю эту канву. Складываю детали. И начинаю вот отсюда. Видите, вот это место. Буду вот по этому внешнему краю вот так пролаживать шов. Вставляю иглу, протягиваю нить,
Потом вставляю иглу в одну деталь и во вторую деталь. Пролаживаю шов. Снова в одну деталь, во вторую деталь. Пролаживаю шов. И так я буду собирать эту сумку, сшивать. Получается, шов будет идти по внешнему краю сумки и как раз закроет вот это белую канву, вот эту, и ничего просвечивать не будет, видно не будет. Получится очень аккуратно и красиво. Вот я даже уже сейчас проложила чуть-чуть небольшой шов, и уже вот эта белая канва, она закрылась. Вот это, и ничего не видно. И так я соберу всю полностью эту сумку. Я проложила уже один шов. Посмотрите, какой он аккуратный и красивый получился. И теперь хочу показать вот такой момент. Вот здесь вместе со стыковки двух боковин получается так, что вот эти боковины, они разной высоты. Вот эта боковина, вот эта, она ниже вот этой. То есть вот здесь они не будут состыковываться прям плотненько. Я не буду сшивать их так. Почему? Потому что если я их сошью полностью вместе, то будет очень узкий вход в сумочку. Будет очень неудобно ей пользоваться. Поэтому вот это место, оно останется таким вот несоединенным. Но мне же надо спрятать вот эту канву белую, поэтому я той же нитью, которую пролаживала вот этот стежок соединения, я взяла эту нить подлиннее, и я продолжаю, так скажем, ну, обшивать, что ли, вот эту вот белую канву. Смотрите, я уже вставляю иглу не в две детали, то есть не в эту и не в эту деталь, а в одну. Вот вставляю иглу в следующее отверстие, протягиваю нить аккуратно и затягиваю ее в следующее отверстие. Опять протягиваю аккуратно нить и плотно ее затяну. Таким образом я закрою вот эту белую канву, и ее видно не будет. И точно так же я сейчас пройдусь и по вот этому краю. Вставляю нить. Ну так как уголочек, вот здесь я дважды вставлю в одно и то же отверстие иголку, чтобы аккуратно закрыть этот пластмассовый уголок. Теперь вставляю следующее отверстие иглу, протягиваю. И вот таким образом я пройдусь по всему внешнему краю и закрою вот эту белую пластмассовую канву. Получится очень аккуратно и красиво. А вот по этому внешнему краю, вот по этому, я пройдусь нитью, когда буду уже сшивать вот с этой стороны сумочку собирать. То есть я тоже возьму нить подлиннее, проложу шов по внешнему краю, а потом я перейду вот сюда, уже тоже точно так же, как в этом месте, нитью закрою вот этот пластмассовый край белый некрасивый, и все получится аккуратненько. Ну
Ну, я, по-моему, рассказала уже все основные моменты, которые я хотела рассказать по этой сумочке. Пойду сейчас ее собирать и показывать вам уже, что у меня получится. Я полностью собрала сумочку. Вот какой у меня вариант получился. Очень нарядный такой, аккуратный, красивый. У меня была вот такая красивая ручка, я вставила. Я также вставила вот такие разъемные кольца и вшила магнитную кнопку. Сумочка у меня полностью собрана. Она будет без подкладки. Я не люблю подкладки в вязаных сумках. Вот такой красивый нарядный вариант получился сумочки на канве. Сейчас я хочу поделиться с вами еще одним вариантом сумки на канве. Вот я приобрела еще одну канву. Она такой же формы, как и в черной сумочке, но чуть-чуть поменьше размера. И посмотрите, я вот вяжу такой вот узор интересный. Ну, как косичка получается, что ли, вот здесь. Узор такой рифлененький, ребристый получается, но выглядит достаточно мило и симпатично, еще и в белом цвете. Получится такая красивая летняя интересная сумка. Сейчас покажу, как я вяжу это. Вот так это выглядит с изнаночной стороны. Так это выглядит с лицевой стороны. Раппорт этого узора 4 клеточки. Я использую крючок номер 3. И я нашла вот такой тоненький полиферный шнур. Он вообще такой мягенький совсем. 2 миллиметра. В мотке, по-моему, здесь 200 метров, но я не помню фирму, какую я покупала. Значит, раппорт вот этого узора 4 клетки. Смотрите, как я делаю. Вот у меня как бы петля, она всегда, вот эта косичка получается посерединке вот этого раппорта 4 клетки. Вот у меня крючок. Я отсчитываю 4 клетки от предыдущего ряда. 1, 2, 3, 4. Завожу туда крючок, захватываю рабочую нить, протягиваю, провязываю соединительную петлю. Теперь я в нижнюю, так скажем, вот от этого места отсчитываю 4 клетки. 1, 2, 3, 4. В нижнюю клетку вставляю крючок, протягиваю рабочую нить и провязываю соединительную петлю. Можно, кстати, раппорт сделать и 3, и 5 клеток. То есть все зависит от того, какой высоты вы хотите свои ряды видеть. Мне вот понравился больше всего раппорт 4 клетки. Теперь в верхнюю 4-ю клетку завожу крючок, захватываю рабочую нить, провязываю соединительную петлю. Теперь в нижнюю 4-ю клетку захватываю рабочую нить, провязываю соединительную петлю. Таким образом, когда я провязываю соединительные петли, они как бы получаются у меня по центру и формируют такую незамысловатую интересную косичку. Теперь снова в верхнюю 4-ю клетку захватываю рабочую нить, провязываю соединительную петлю. В нижнюю 4-ю клетку провязываю соединительную петлю. Верхнюю 4-ю клетку соединительную петлю. И так ряд за рядом я полностью заполняю эту канву. И как в предыдущем варианте, я не буду вот эти как бы от края отступлю. Тут у меня по 3 клетки. Я не буду их провязывать. Я их тоже так вот потом иголочкой обошью, как и в предыдущем варианте. Вот как здесь. У меня получится такой вот шовчик иглой. Собирать я буду точно так же, как и черную сумку. Потом вам еще подробно покажу. То есть я вот по этому внешнему краю иглой пройдусь и сделаю шов. Хвостики как прятать я буду с изнанки. Тут уже вообще будет легко,
Посмотрите, тут я даже завожу крючок вот под эти ниточки в любое место. Видите, как легко? Я сюда буду вставлять иголку с хвостиками и прятать. Хвостики, потом их обрезать. Но я еще детально остановлюсь на этом варианте. Сейчас показала, как я заполняю эту канву. Сейчас я довяжу вот эти буквально последние ряды, заполню ушки и потом буду собирать сумочку. Ну, такой вариант заполнения крючком мне очень понравился на самом деле. Он так смотрится вроде бы простецкий, но при этом очень оригинально этот узор. Он будет эффектно смотреться в любых цветах, поэтому берите на заметку и вяжите по канве крючком. Итак, я заполнила полностью всю канву, ушки. И если вначале я думала, что я в принципе буду собирать эту канву точно так же, как в этой сумочке, то во время заполнения канвы ко мне пришла другая идея в голову. Я сейчас покажу, что я буду делать. Показывать буду на этой части. Посмотрите, я заполнила канву, но у меня вот здесь осталось свободное пространство. И здесь я тоже оставила свободное пространство. Я думала, что я буду вот эту часть обшивать иглой точно так же, как я обшивала иглой вот здесь, вот этот краешек, чтобы канвы не было видно. Но потом я решила сделать по-другому. Смотрите как. Вот у меня тоже тут здесь осталось пространство. Я беру нить и крючок. Завожу, вот вставлять крючки буду вот, крючок точнее, вот в эти петли или дырочки на канве. Смотрите, что я буду делать. Вставляю крючок в свободную, ну так, отверстие. Захватываю рабочую нить, вытягиваю. Теперь вот свободное отверстие, и вот тут тоже есть отверстия, в которых я провязывала свой основной узор. Я вставляю крючок вот сюда, в то отверстие, откуда идет основной узор. Провязываю соединительную петлю. Вставляю свободное отверстие, вот оно, крючок, захватываю нить, провязываю соединительную петлю. Теперь вставляю крючок в отверстие, откуда идет основной узор, захватываю рабочую нить, провязываю соединительную петлю. Теперь вот в это свободное отверстие провязываю соединительную петлю. И так я провяжу вот по всему этому краю. И у меня получится, я уже сделала такие же манипуляции с этой стороны, вот такая косичка. И ну, так, косичка, переплетение какое-то красивое, которое получится, будет обрамлять основной узор. Вот с этой стороны у меня точно так же получилось, вот с этой. И здесь край я буду не иглой обшивать, а тоже крючком. Покажу как. Сейчас пока что провяжу вот такую вот точно косичку с этой стороны. Посмотрите, я довязываю буквально последние отверстия этим, так сказать, такой косичкой. Мне эта косичка почему-то крендельки напоминает. Интересная получается очень. И теперь начинаю обвязку вот этой части. Здесь смотрите, как буду делать. Вставляю крючок в отверстие, откуда выходит предыдущий ряд. Захватываю рабочую нить, протягиваю и провязываю, захватываю еще раз, рабочую нить протягиваю, столбик
без накида, ну то есть провязываю столбик без накида. Вставляю крючок в следующее отверстие, из которого выходит предыдущий ряд. Захватываю рабочую нить, провязываю столбик без накида. И так столбиками без накида я обвяжу полностью этот край. Посмотрите, как красиво получается. То есть это как будто бы и похоже на этот узор, но отличается. Но смотрится оно достаточно гармонично. И при этом закрывает полностью вот эту канву. То есть видно, ничего не будет. Я считаю, что это вообще очень классный вариант. Мне он очень нравится. Так, я столбиками без накида довяжу вот этот край полностью. Обвяжу вот здесь такой вот косичкой. И потом буду собирать сумочку. Но сначала хочу вам показать, как я прячу хвостики. Например, на примере вот этого хвостика. Возьму сейчас иглу. Ставлю кончик хвостика в ушко иглы. Смотрите, вот отсюда у меня выходит нить, которую нужно спрятать в хвостик. И я ее завожу вот прямо под эти нити, которые остались с изнанки, в произвольном порядке. И хорошо-хорошо протягиваю. Затягиваю нить. Еще раз продену ее, хвостик этот. Так. Хорошо затягиваю. Видите, его уже практически не видно. И нить эту я отрезаю. Все, хвостик спрятан. Таким образом, я в этой сумочке спрячу все хвостики. После того, как я обвяжу, спрячу хвостики, я буду сумочку собирать. А вот собирать я уже ее буду точно так же, как и предыдущий вариант. То есть я пройдусь швом по внешнему краю канвы. Смотрите, вставляю иглу в обе части сумки. Так. Вот. Продеваю нить. Теперь снова вставляю в одну деталь иглу и во вторую деталь иглу этой пластиковой канвы. Протягиваю нить. И хорошо-хорошо затягиваю. Снова вставляю иглу в одну деталь, во вторую деталь и протягиваю. Итак, стежок за стежком я соберу эту сумочку. Затем у меня есть пришивная кнопка. Пришью кнопку, вставлю разъемные кольца и ручку. Ну, точнее, у меня для этой сумочки уже подготовлена цепочка белая. Я в конце покажу вам ее, когда уже полностью соберу, все вставлю. Вот таким образом. Смотрите, у меня нитка достаточно тоненькая, и если я по одному стежку в каждое отверстие сделаю, то у меня будет пространство. Поэтому я буду в каждую клеточку по 2 стежка делать. Сейчас я сделала по одному, чтобы вам показать, как некрасиво получается. А если вот я сейчас в это отверстие сделала один стежок, и в это же отверстие сделаю еще один стежок, то уже канва закроется и будет более красиво. Хоп. Вот. И так в каждое отверстие я сделаю по 2 стежка. Если у вас будет более толстая нить, то вам, конечно, может и одного хватит. Вы смотрите по своей пряже. И соберу полностью эту
сумочку. Вот таким образом это будет выглядеть, если по 2 стежка, то есть канвы уже не будет. Вот посмотрите, вроде бы 2 одинаковые канвы, ну, разных размеров, а как можно их по-разному и интересно обыграть. Я показала вам этот вариант, рассказала основные моменты по этому варианту. Сейчас пойду закончу обвязывать вот этот край, соберу сумочку, повторюсь еще раз, вошью кнопку пришивную, вставлю фурнитуру и покажу вам конечный результат. Посмотрите, я проложила стежок по 2 стежка в каждую, в каждое отверстие. Вот я уже пришила одну боковину к сумочке, и тут у меня все поменялось. Я показывала, что проложила вот здесь вот такую косичку декоративную, которая как будто бы будет обрамлять вот этот узор. Но когда я пришила вот эту боковину, я поняла, что вот здесь у меня останется, вот видите, канва, и это некрасиво. То, что здесь остается, это не страшно, это я обошью иголкой, а то, что здесь остается, вот это белое пространство, это канва, мне абсолютно не нравится. Посмотрите, что я делаю. Я вот это все дело распускаю. Вот эту обрамляющую косичку я распускаю до того места, где у меня заканчивается соединение боковины. Вот до сюда. Беру крючок. Вот у меня петля, в которой у меня заканчивается соединение боковины с основной частью сумочки. До этой петли я распущу эту декоративную косичку. Так. Вот у меня тут есть хвостик. Я сейчас поддену этот хвостик. Так. Вставляю крючок в отверстие, где у меня заканчивается соединение боковины с основной частью, захватываю рабочую нить и провязываю столбик без накида. Теперь я вставляю крючок в отверстие, откуда выходит основной узор. Захватываю рабочую нить, провязываю столбик без накида. Поняли, что я делаю, да? То есть я планировала столбиками без накида обвязать только вот эту верхнюю часть. Но в итоге я столбиками без накида обвяжу и эту часть тоже. Для того, чтобы закрыть пластмассовую канву, и она нигде не была видна. И обвязываю я эту часть столбиками без накида от того места, где заканчивается соединение боковины с основной частью сумочки. Так. Вот у меня идут столбики без накида. А в месте, где идет соединение боковины с основной частью, я оставила вот эту декоративную косичку. И с этой стороны я то же самое. С этой стороны я проложу эту декоративную косичку до места, где у меня будет в месте, где у меня будет соединяться боковина, а вот здесь, вот здесь, вот здесь я уже обвяжу столбиками без накида. Сейчас провяжу пару столбиков, покажу, как это будет выглядеть. Ну, то есть у меня все поменялось. Я сначала думала по одному, сделала в итоге по-другому. Но я думаю, что это уже будет конечный результат. В конце концов, сумочка моя, что хочу, то и делаю. И точно так же и вас ни в коем случае этот мастер-класс не ограничивает. Если вам хочется сделать по-другому,
вы чувствуете, что вам нравится более другой способ или подход к этим готовым заготовкам для сумочки, пожалуйста, используйте их. Здесь, в этом мастер-классе, вы, может быть, просто найдете интересное для себя решение, а сделайте совершенно по-другому, так, как хочется именно вам. Так, посмотрите, что будет. Вот так это будет. То есть здесь останется декоративная косичка, а здесь будет обвязка столбиками без накида. Это что касаемо той части, которая клапан. То есть вот так я закрою, и у меня вот здесь будет обвязка столбиками без накида. А вот в этой части я все оставлю так, как и есть. То есть у меня вот по всему этому пространству проложена декоративная косичка, а вот это пространство обвязано столбиками без накида. Почему я здесь ничего не буду изменять? Потому что здесь вот эти боковины, они практически одного размера. То есть тут совсем чуть-чуть есть нестыковочка, которая будет вот так болтаться. Но я вот это место просто обошью иглой. Я уже не буду распускать и оставлю здесь все как есть. То есть сумочка будет такая смешение стилей, что ли. Но все равно, мне кажется, будет очень классный вариант. Вот с этой обвязкой мне очень нравится. Будет очень интересно и красиво. Ну, теперь уже точно пойду собирать. И думаю, что дополнений и изменений в этой сумочке никаких уже у меня не будет. Вот так выглядит конечный результат этой сумочки. Я вставила вот такую красивую цепочку, разъемные кольца, вшила магнитную кнопку. Вот так сумочка выглядит изнутри. Размер у нее очень комфортный, знаете, я ее использовала весь летний период. И эта сумочка на данный момент является моим фаворитом. Несмотря на то, что она небольшая, сюда помещается буквально бумажник, ключи, телефон. Но лично в летний период мне больше с собой и не надо ничего. Единственный момент, что, конечно, я ее сделала белой, и она у меня очень сильно пачкается. И поэтому мне ее приходится часто чистить. Делаю это я мягкой щеткой, жидким мылом. Вы можете использовать какое-то другое моющее средство. В принципе, все загрязнения легко отходятся. Я ее мою под душиком, сушу на батарее. Смотрите, она у меня не деформировалась, не потеряла форму. Кстати, вот так сейчас поближе покажу вам узор. Посмотрите, какая вот оригинальная косичка получается, если так вязать. Мне, конечно, эта сумочка очень понравилась. Я ее бы даже с удовольствием повторила в других цветах, но просто пока что мне не хочется тратить на это время. Смотрите, один мастер-класс. 3 варианта вязаных сумок. Вот эти 2 я подробно осветила. Показала, как их обвязывала, как их сшивала. Ну и теперь посмотрим на сумочку, вышитую иглой. Вот так она мне получилась. Кстати, ручку вот эту я использую для вот этих обоих сумок. Просто меняю их местами. Я не стала покупать ничего другого. Выглядит вот эта сумка, конечно, дорого-богато. Очень красивый оригинальный узор получился. Тоже пришивная кнопка. Вот так внутри она выглядит. Здесь тоже, посмотрите, видны отверстия, но я не стала их скрывать. В принципе, еще раз повторюсь, эти отверстия, они придают даже какой-то оригинальности таким сумочкам. Вышивала эту сумочку я целый месяц. Произошло это от того, что я брала очень длинную нить для того, чтобы вышивать, потому что я боялась прятать хвостики. Но в итоге хвостики вот я засовывала прямо вот в этот зигзаг. Я туда под эти нитки просовывала иглу и прятала хвостики, как и в предыдущих вариантах. В итоге хвостики спрятались очень хорошо. Они не видны, никуда не высовываются, не торчат. Так что если вы будете вышивать на пластиковой канве иглой, вы можете смело там брать нить покороче, чтобы быстрее это происходило. Хвостики прячутся очень легко и
незаметно, выглядит все очень красиво. Вот так. Единственное, что я бы посоветовала, ну, вообще, в принципе, когда вы вяжете сумочки или вышиваете иглой, неважно, не брать вот такую закругленную форму, как вот эти три, а есть такие прямые, как в виде квадратика, потому что их будет проще заполнять, особенно при вышивании иглой. Посмотрите, у меня получилось вот здесь вот эти переходы, я уже обвязывала немножко другим узором, потому что у меня этот зигзаг соблюсти не удавалось. И поэтому мне здесь пришлось думать, оригинальничать. Получилось не очень асимметрично, конечно, сразу в глаза это не бросается, но когда я начинаю рассматривать, я это все замечаю. Еще такой момент, что пластиковая канва, она очень достаточно хрупкая. Вот в этом месте очень заметно. Когда ну, у меня вот этот шнур, он достаточно толстенький, и иногда, когда я продевала в отверстие этот шнур, у меня эти отверстия, они просто ломались. И вот здесь это очень хорошо видно. Я как ни старалась спрятать это место, у меня просто не получилось, потому что здесь уже канва треснула. Поэтому лучше брать такой вот какую-то форму попроще, для того, чтобы не мудрить, не думать. Конечно, у каждой сумочки есть свои нюансы. Я показала 3 варианта, как решить эти спорные моменты, как их обвязать. Вы, конечно, можете использовать какие-то свои варианты. Я еще раз повторю, что этот мастер-класс вас ничем не ограничивает, но, быть может, вы здесь найдете какие-то моменты, которые примените к своим сумкам. Они получатся у вас очень красивыми, оригинальными, и вы будете носить их с огромным удовольствием. Ну, а я на этом мастер-класс свой заканчиваю. Если он вам был полезен, ставьте свой лайк, пишите свои комментарии. Если у вас есть вопросы какие-то, задавайте их также в комментариях. И подписывайтесь на мой канал. Спасибо за просмотр.